Приветствую всех на моем канале Вязание. Меня зовут Люба. Сегодня мы вяжем ажурный узор. Называется он сиреневый букет. Может быть, в других источниках называется как-то по-другому. Отлично этот узор смотрится в летних пряжах. Здесь у меня узор из полухлопка связан. Вот в виде таких звездочек, четырехлистников. Красивый узор, вяжется быстро. И красиво также смотрится на пушистых мохеровых пряжах. Вот так вот он выглядит, если его потянуть. И вот вид с изнаночной стороны. Узор односторонний. Вот так выглядит этот узор. Узор не косит, то есть вот он в свободном состоянии. Абсолютно ровненький узорчик. Оба образца я вязала спицами 3 миллиметра, и сейчас образец также я буду вязать этими же спицами. Для вязания нам понадобится четное количество петель и плюс 2 кромочные петли. Набираю 12 петель обычным способом. Я наберу на 2 спицы, можно также набрать на одну спицу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на основной узор и 2 петли кромочные. Всего 12 петель. Вяжем подготовительный ряд, его можно не вязать. Обычно ажурные узоры вяжут либо после резинки, либо после, например, платочной вязки. Так край выглядит намного симпатичнее. Провяжем один ряд изнаночной глади. Первую кромочную я всегда в первом ряду провязываю, чтобы стабилизировать край изделия. В остальных случаях кромочную петлю я переснимаю. Вяжу изнаночный ряд. Кромочная, изнаночная. Из ряда в ряд буду вязать изнаночной петлей. Также кромочную последнюю можно вязать лицевой петлей, но также из ряда в ряд лицевой петлей. Итак, начинаем вязать основной узор. Кромочную мы снимаем. Далее делаем накид. Вставляем спицу правую в 2 петли за задние стенки. Вот таким образом. В 2 петли и вывязываем из 2 3 петли. 1, накид. Сюда же вставляем спицу правую. И вывязываем еще одну петлю. Получили вместе с первым накидом 4 петли. Скинули с левой спицы, накид. Снова заводим правую спицу в 2 петли. Вот таким образом. За задние стенки вывязываем 1 лицевую. Петли у нас находятся на левой спице. Накид. Сюда же вставляем правую спицу снова и вывязываем еще 1 лицевую. Скинули накид и повторяем все то же самое. Лицевая, накид, сюда же лицевая, скинули накид в 2 петли за задние стенки, вывязываем лицевую, накид, сюда же лицевая, скинули накид и в последние 2 петли вывязываем также наш узор кромочная, изнаночной. Вот так. Первый ряд у нас получился узора. Вяжем изнаночный ряд. Кромочную петлю мы снимаем и сейчас вывязываем изнаночные петли из 2. Вот крайние 2 петли, изнаночная, из 2 петель изнаночная, из 2 петель изнаночная, из 2 петель, то есть вот здесь как бы петля и накид предыдущего ряда тоже вместе провязываем. Из каждых 2 последующих петель мы вывязываем 1 изнаночную. То есть в первом ряду узора мы добавляли по 2 петли. Сейчас мы их убираем. И кромочная также изнаночная. Далее нам нужно сделать смещение, чтобы у нас узор получился.
Делается это таким образом. Кромочная снимается, первая петля провязывается лицевой, далее делаем накид, и из двух следующих петель мы вывязываем снова тот же самый узор. Также за задние стенки вывязываем лицевая, накид, сюда же лицевая, накид. Снова из двух следующих петель мы вывязываем 3. Лицевая, накид, сюда же вставляем спицу, лицевая, скинули, накид, лицевая, накид, лицевая, скинули, накид, из двух вывязываем 3. И последняя петля у нас остается, мы ее вяжем также лицевой, скинули, и кромочной изнаночной. Разворачиваем вязание, изнаночный ряд, кромочную снимаем, одиночную изнаночную провязываем просто изнаночной, остальные петли провязываем из двух одну изнаночную, из двух петель изнаночная, из двух следующих изнаночная, то есть опять же из двух петель делаем одну изнаночную. Из двух петель изнаночную. Следующая петля у нас идет одиночная, вот она изнаночная, и кромочная тоже изнаночная. Разворачиваем вязание, и уже наш узор просматривается. Вот такие как бы сердечки, переходящие из одного в другой. И повторяем эти 4 ряда. Кромочную снимаем, делаем накид, из двух петель мы вывязываем 3, лицевая, накид, лицевая, скинули, накид, из двух вывязываем 3, лицевая, накид, лицевая, накид, и так до конца ряда. Лицевая, накид, лицевая, кромочная, изнаночной. Провязываем ряд изнаночными петлями. Узор запоминается быстро. Из двух вывязываем одну изнаночную, кромочная, изнаночной. Следующий ряд у нас идет со смещением. Кромочную сняли, первую провязываем лицевой петлей, далее делаем накид, и также из двух вывязываем 3 петли. Накид, вот как бы одна петля от одного элемента, другая петля от другого элемента предыдущего ряда, и из двух вот этих петель мы провязываем 3. Накид, из двух 3. Накид, из двух петель 3. Далее идет одна лицевая и кромочная, изнаночной. Здесь у меня полушерстяная пряжа, вот эта вот зеленая, тоже красиво смотрится на этой пряже. Это вид с изнаночной стороны. Еще раз покажу мохеровый образец поближе. Если это видео было для вас интересным и полезным, не забывайте поставить лайк этому видео. Если вы не подписались на канал, не забывайте подписываться. И до встречи в новых видео.